Вы путешествуете в далеком космосе, изучая звезды и галактики. Внимание, похоже, эта разноцветная туманность скоро сожмется под собственным весом и взорвется, как сверхновая. Давайте осторожно облетим эту черную дыру. Лучше не попасть в ее гравитационное поле, иначе она вас проглотит, как космический монстр. А это что за странная структура? Какая-то светящаяся стена. Если присмотреться внимательнее, то каждая светящаяся точка — это целая галактика. Стена состоит из 100 тысяч таких галактик. В Млечном Пути насчитывается 100 миллиардов звезд. Получается, эта стена содержит квадриллионы звезд. Это 15 нулей после единицы в записи числа звезд, подобных нашему Солнцу. Эта гигантская структура называется стена Южного полюса. Она находится примерно в 500 миллионах световых лет от Земли. Для сравнения, ближайшая к нам звезда Проксима Центавра находится от нас примерно в 4 световых годах. Чтобы преодолеть это расстояние, ракетам понадобилось бы 73 тысячи лет. Так что путешествие к стене Южного полюса займет времени больше, чем существует наша Солнечная система. Эта стена огромна даже по космическим меркам. Она протянулась на 1 миллиард 400 миллионов световых лет. Для сравнения, диаметр Млечного Пути составляет около 100 тысяч световых лет. Эту стену не видно даже в самый мощный телескоп, потому что обзор загораживает Млечный Путь. Его яркость скрывает стену. Это подобно попытке разглядеть звездное небо в мегаполисе с сильным световым загрязнением. Ученые смогли обнаружить эту галактическую стену, измерив красное смещение. Мы знаем, что объекты во Вселенной движутся. Они расходились друг от друга после Большого взрыва, произошедшего миллиарды лет назад. При движении галактик их световые волны слегка смещаются по частоте. Измеряя этот сдвиг, можно понять, что представляет собой объект и как он движется. И это еще не самая большая стена. Существует также Великая стена Геркулеса, огромная плоская суперструктура из галактик размером более 10 миллиардов световых лет. Это около 10% всей наблюдаемой Вселенной. Стена была обнаружена с помощью гамма-всплесков, самых ярких электромагнитных событий во Вселенной. Их можно регистрировать даже из ее дальних уголков. Такие всплески — редкое явление. В Млечном Пути они происходят примерно раз в несколько миллионов лет. Если из одного и того же региона неба в короткий промежуток времени исходит множество таких вспышек, это указывает на наличие там большого числа объектов, подобных нашей галактике. Еще одна огромная структура во Вселенной — громадная группа квазаров. Ее диаметр составляет 4 миллиарда световых лет. Чтобы пройти от одной стороны этой структуры до другой, фотону света потребуется примерно столько же времени, сколько существует Земля. Масса этой громадной группы квазаров в миллиарды раз превышает массу нашего Солнца. Ученые насчитали в этой структуре по меньшей мере 73 квазара. Квазары — одни из самых необычных объектов во Вселенной. Они представляют собой активные ядра галактик. В центре квазара находится сверхмассивная черная дыра, которая поглощает материю вокруг себя. Сильная гравитация закручивает подступающую материю в аккреционный диск, и этот диск становится источником мощнейшего излучения во Вселенной. Излучение одного квазара во много десятков или даже сотен раз сильнее, чем излучение всех звезд нашей галактики вместе взятых. Благодаря такому яркому излучению квазары можно обнаруживать на чрезвычайно больших расстояниях, именно поэтому их называют маяками Вселенной. Ученые используют квазары для изучения структуры Вселенной и движения внутри нее. Один из самых удаленных от нас квазаров находится на расстоянии примерно 13 миллиардов световых лет. Это один из самых древних объектов во Вселенной. Он возник через 690 миллионов лет после Большого взрыва
и старше нашей Солнечной системы примерно в 3 раза. Он по-прежнему светит очень ярко, во много раз ярче Солнца. В центре этого гиганта находится сверхмассивная черная дыра, чья масса в сотни миллионов раз превышает массу Солнца. И эти гигантские структуры – всего лишь строительные блоки Вселенной. Теперь посмотрим ближе. Вот наша Солнечная система. Немного уменьшим масштаб. Здесь находится наша звезда в галактике Млечный Путь. Еще уменьшили масштаб. Вот местная группа галактик. Все яркие пятна – это галактики Андромеда, галактика Треугольника и десятки малых галактик. Все они гравитационно связаны. Размер этой структуры составляет около 10 миллионов световых лет. Это в 100 раз больше ширины нашей галактики. Еще уменьшаем масштаб. Это сверхскопление Девы. Оно примерно в 20 раз больше местной группы галактик. В нем существует около 30 тысяч различных галактик, а их суммарная масса примерно в 1 квадриллион раз больше массы Солнца. Еще один уровень – Ланиакея. Эта структура почти в 3 раза крупнее. Она включает сверхскопление Девы и другие мелкие скопления. Здесь насчитывается около 100 тысяч галактик, и это еще не все. Комплекс сверхскоплений Рыба-Кит – гигантская галактическая структура, содержащая около 60 скоплений галактик. Так что число галактик в ней сравнимо с множеством мелких образований. Уменьшаем масштаб дальше, и это уже наблюдаемая Вселенная, более 500 миллиардов галактик и примерно 1 с миллиардами триллионов звезд. Наблюдаемая Вселенная обладает собственной крупномасштабной структурой. Скопления галактик образуют нити и стены, но эти нити разделены огромными областями относительной пустоты. В этих областях, так называемых пустотах, практически нет вещества. Молекул там меньше, чем в обычной комнате. Одна из таких пустот имеет загадочную репутацию – сверхпустота Эридана или реликтовое холодное пятно. Оно появилось примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва. Его ширина почти миллиард световых лет, и оно могло бы вместить сотни, а возможно тысячи галактик с триллионами звезд. Существует гипотеза, что это пятно – результат столкновения вселенных. Представление таково. Наша Вселенная – своего рода пузырь, огромный шар со стенами и цепочками галактик. Таких пузырей может существовать бесконечное множество. Это могли бы быть параллельные миры или разные вселенные. Много лет назад один пузырь якобы приблизился к пузырю нашей Вселенной. Их стены соприкоснулись, и 2 вселенные на некоторое время соединились, как 2 капли воды. Но затем они отделились, и в момент разрыва вторая вселенная могла вырвать часть материала из нашего пузыря. В результате галактики, которые ранее заполняли сверхпустоту Эридана, могли оказаться перемещенными в другую вселенную. Ученые предполагают, что такие процессы дают идеи о потенциальных способах перемещения между вселенными. Полет к краю нашей Вселенной занял бы целую вечность, а путешествие через межвселенское пространство – еще больше времени. Поэтому гипотетически можно рассматривать использование порталов или кротовых нор. Представьте лист бумаги с точкой А на одной стороне и точкой Б на другой. Вместо того, чтобы перемещаться по всей поверхности листа, можно сложить лист так, чтобы точки оказались друг над другом, а затем сделать небольшое отверстие. Путь займет мгновение. Возможно, короткие пути между вселенными скрываются в черных дырах. Но как выжить, если упасть в черную дыру? Нужно выбрать достаточно большую черную дыру. Все дело в градиенте гравитационного поля. Представьте, что вы падаете в черную дыру. Чем ближе вы подходите к ней, тем сильнее она действует на вас. В какой-то момент гравитационная сила, действующая на голову,
станет значительно большей, чем та, что действует на ноги, и вы будете растянуты в тонкую нить, это явление называют спагеттификацией. Однако в сверхмассивных черных дырах, подобных тем, что находятся в центрах галактик, гравитационная сила изменяется более постепенно. Они могут быть в миллионы раз тяжелее Солнца и значительно больше по размеру. При этом разница в силе притяжения между головой и ногами будет не так велика, поэтому ощущение растяжения будет менее экстремальным. Возможно, если вам удастся пережить падение в такую массивную черную дыру, вы окажетесь в совершенно другой вселенной с иными законами физики. Однако на сегодняшний день это остается теорией. Давным-давно люди верили, что вся вселенная вращается вокруг нашей маленькой голубой планеты. Это называется геоцентрической моделью. Казалось, что Солнце, звезды и небесные тела совершают ежедневное движение вокруг Земли. Такая теория была популярна в Древней Греции и Риме. Ее поддерживали философы и ученые, в том числе Аристотель и Птолемей. Почему люди верили в это? Во-первых, у человечества было великое стремление считать себя центром. Во-вторых, наблюдения на первый взгляд подтверждали идею. Если стоять на Земле, кажется, что Солнце обходит нас раз в сутки, Луна и планеты ведут себя аналогично. Кроме того, Земля казалась устойчивой и неподвижной. Все это побуждало людей делать очевидный вывод: небесные тела вращаются вокруг Земли. Однако уже тогда некоторые мыслители выдвигали иную идею. Они предполагали, что Земля не плоский диск, а шар, плавающий в пространстве. Аристарх Самосский высказал революционную мысль. Земля может быть не центром всего, возможно, все вращается вокруг Солнца. В те времена эта идея считалась безумной, но в конце концов, после столетий наблюдений и научных трудов, люди пришли к гелиоцентрической модели, в которой планеты нашей Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Эта идея получила развитие благодаря работам Николая Коперника, Галилео Галилея и Иоганна Кеплера. Процесс смены парадигмы дался непросто. Людям нелегко было отказаться от прежнего представления о своем центральном положении во Вселенной. Но, распрощавшись с геоцентризмом, человечество обрело новый взгляд на мир. Мы не центр Вселенной, а лишь малая точка в гигантской картине мироздания, часть галактики, называемой Млечный Путь. Открытие Млечного Пути началось с наблюдений с Земли. Если вы когда-нибудь смотрели на звезды ясной ночью, вы, возможно, замечали тусклую светящуюся полосу, протянувшуюся через небо. Это выглядит как мерцающая лента из звезд. Наша галактика, названная Млечным Путем, потому что напоминает пролившееся молоко на небе. В 90-е годы прошлого века американский космический аппарат Voyager 1 сделал знаменитый снимок под названием «Бледно-голубая точка». Этот крошечный пиксель является изображением нашей планеты, полученным с расстояния почти 6 миллиардов километров от Солнца. В масштабах Вселенной это расстояние мало, но для нас оно огромное. После открытия Млечного Пути астрономы стали вооружаться все более мощными телескопами, чтобы составить карты ночного неба и определить наше место в этой огромной системе. Для этого нужно было раскрыть структуру нашей галактики. Мы видим, что Млечный Путь имеет выраженную плоскую структуру, подобную диску, а не сферическому телу. На самом деле он напоминает гигантский блин, сжато-плоский диск, и мы находимся прямо в этом диске. При составлении карты галактики нужно преодолевать тысячи световых лет перпендикулярно плоскости диска, что представляет серьезную техническую задачу. Для сравнения, космический аппарат Voyager 1 путешествует почти полвека и покинул границы Солнечной системы, но он прошел лишь около 0,2 светового года, а диаметр Млечного Пути составляет примерно 100 тысяч световых лет.
Тем не менее, отсутствие технологий не останавливало ранних исследователей. В XVIII веке астроном Уильям Гершель начал картировать звезды невооруженным глазом и простейшим телескопом. В результате он открыл Уран, обнаружил более 2000 туманностей и создал одну из первых карт Млечного Пути, представив галактику в виде диска. Его карта была неточной, но впечатляющей для своего времени. К сожалению, Гершель не знал о межзвездной пыли, своего рода космическом тумане, который закрывает нам вид на звезды в центре Млечного Пути. Из-за этой пыли центральная область галактики кажется менее плотной, чем она есть на самом деле. Перейдем в 20 век. Американская астроном Генриетта Соун-Левит сосредоточила внимание на цефеидах, пульсирующих звездах. Она обнаружила прямую связь между периодом пульсации этих звезд и их абсолютной яркостью. Это открытие получило название закона Левит. Оно позволило астрономам определять расстояние до этих звезд, измеряя период их пульсаций. Благодаря этому пульсирующие звезды стали стандартными свечами для измерения астрономических расстояний. До начала XX века большинство ученых полагало, что Млечный Путь – единственная галактика во Вселенной. Однако с улучшением телескопов астрономы начали обнаруживать другие галактики, и вопрос о нашем положении в масштабе Вселенной стал принципиальным. Астроном Харлоу Шепли, используя мощный телескоп, изучал шаровые скопления, плотные группы древних звезд. Он заметил, что самые старые звезды вокруг нас сгруппированы неравномерно, а ориентированы в сторону созвездий Стрельца и Скорпиона. Это указывало на центр нашей галактики. Шепли сделал вывод, что рождение Млечного Пути началось в его центральной области. Мы находимся не в центре галактики, а на ее периферии. Его расчеты были не идеальны, но достаточно близки. Современные методы позволили уточнить наше местоположение. Мы находимся вблизи одного из рукавов Млечного Пути. В районе, называемом Орловым рукавом, примерно в 26 тысячах световых лет от центра галактики. Думаете, на этом история закончилась? Нет, познакомьтесь с миссией Гайя Европейского космического агентства. Запущенный в 2013 году космический аппарат Гайя выполняет дерзкую задачу – составить карту Млечного Пути с беспрецедентной детализацией. Гайя собирает данные о положениях и движениях примерно миллиарда звезд. Это около 1% всех звезд нашей галактики. Даже такой относительно небольшой набор данных позволяет создать шедевр космической картографии. Это было грандиозное путешествие человечества от убеждения, что Земля – центр Вселенной, к осознанию нашей ничтожности в масштабах космоса. Но важнее другое. Эта история демонстрирует неутомимое стремление человечества раскрывать тайны мироздания. Открытия продолжаются, и всегда остается что-то новое для изучения. Следите за новостями и не забывайте поднимать глаза к ночному небу.